Здорово, народ, с вами Креатив, и мы возвращаемся в игру, которая просто сорвала мне крышу еще в первой части. Это The Stanley Parable, но игра, я смотрю, пришлась вам по вкусу. Мне, в принципе, она тоже дико понравилась, поэтому интересно, чем закончится это сумасшествие. Это развязка, закончится ли эта игра вообще чем-нибудь для нас. Так, давайте понажимаем. Блин, очень странно, что когда даже нажимаешь на стол, почему-то звуки нажимающихся клавиш слышны. Так, окей. Линия Stanley Parable Adventure для, да, адвенчуры, для путешествия. Ё-моё. Конечно. Господи, Дуля, ты свел меня с ума еще в тот раз. Что на этот раз ты преподнес для нас? Что, идти направо? Так, хорошо, давайте, допустим, вырубим. Здесь есть различные ачивки. Сумасшедший, что, погодите. Которые, блин, скрыты под самым непонятным смыслом, блин. Ладно, будем идти, в общем, по тому пути, по которому говорит нам дедулька. Yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. Это сумасшествие, просто бесконечные коридоры. Как это сделано? Кто тот безумный человек, который делал эту игру? Ему реально надо Оскар посвятить. Охренеть, что только что произошло? Мы прошли вокруг. И вернемся сейчас, наверное, опять к началу, нет? Охренеть. Ой-ой-ой-ой. Линия слегка претерпела небольшой фиаско. Не обращай внимания на полосу, нам говорит голос из Поднебесья. Я не знаю откуда, но ладно. Не обращай внимания на линию. Ну, блин, когда она начерчена так криво, как на нее не обратить внимания? Охренеть. Так, а она идет ввысь. Окей. Все, мы сбились с линии, друзья. Сейчас можем зайти в комнату, из которой не будет выхода. Мы управляем историей. Мы уже давно управляем историей. И эта история просто сводит меня с ума. So I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere at the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? Вот именно. Since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley. Блин, я чувствую здесь дикий подвох. Правая дверь. Правая дверь. А левая? Левая для чего тогда дана? Хорошо, мы походили кругами, слегка подумали, покумекали. Так, здесь наше время идет, сколько мы играем во все это дело. Охренеть. Просто очуметь. Это одна из лучших инди-игр, в которую я играл, честно. 8 раз. So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing. Нет, так не годится. Очередного перезапуска я просто не переживу. 17 минут, друзья. Мы во всей этой кутерьме. Нет, мы не будем рестартить. Да, значит, у нас получилось. Мы сломали цикл, друзья. Очуметь, что мы делаем в этой комнате? Ну, чувак,
Я все понял. Часики остановились. Мы сломали систему. I'm not quite sure if we're in the destination or the journey. Okay. They're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Когда-нибудь, да. Охренеть, что только что произошло? Игра опять перезагрузилась. Уже без линии Stanley Parable. Этот компьютер меня точно скоро Алло. Нет, я справляюсь, я в порядке. Так лучше сажать конфетку. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Я лучше выйду из этих 4 стен, чем буду здесь находиться. Then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. Вот сейчас, давай, я жду. Часики-то вообще не идут. Или идут? Часы-то идут. Запомним, сейчас. Что? Что? Все? Опять продолжение сюжета. Время все то же самое осталось. Так, это что? За окном дождь? Офигеть, а чё на уши так долбит? Блин, что это так сильно хрустит у меня в ушах? Что за адский свет? Так, хорошо. Вырубаем все компы к чертям собачьим. Лишнее энергопотребление нам здесь не нужно. Что? Погодите, что мы только что сделали? Input received. Алло, нет, я хочу отсюда это все дело выключить. Ладно. Не бывать нам добродетелями. 426. Кабинет 426. Так и есть. Мы лапаем все, что только можно. Это не влияло и никак не двигало историю вперед. Блин, этот чувак просто гений какой-то. Дверь слева. Хорошо, ладно. Ладно, голос свысока. Я пойду в левую дверь. Сплошные офисные здания, друзья. Хорошо. Хотите играть в такую игру? И тут никого нету. Конференц-зал. В кабинет начальника? Без самого начальника. Вот там-то мы порезвиться. Ой, как сможем. Что здесь на столах у нас написано? О, щет. Друзья, это ни к чему хорошему не приведет. Каждый уникален. Ты. Многие из всех. Или один из всех. Broom closed. Опа! А сюда-то, оказывается, и войти можно, если понажимать. Блин, у меня каждый раз, когда я захожу куда-то, такое ощущение, что я сейчас выйду, а здесь будет апокалипсис. Нет. Апокалипсиса нет. Офигеть. Постоянно. А я не пойду наверх. Вот сейчас я обману систему и пойду в самый что ни на есть низ. Что меня внизу ожидает? Тут постоянный выбор передо мной встает. Какого черта? Ненавижу делать выборы. Машина? Но Стэнли не смог это сделать. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished?
His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my coworkers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. Бутылочка And колы. as Stanley pondered Нет, this, he спасибо. began to make other strange Бутылочка пива. observations. Дайте мне For пиво. example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he Почему он не видел своих And ног? for that matter, Погодите. these rooms were starting Я to же look здесь pretty уже был. familiar. Were they simply repeating? No, Stanley Охренеть, thought да himself, он this is что? all Как? too strange, Как this это can't be возможно? real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm Охренеть. dreaming! He Это yelled. просто сон. This is all Только a не перезагружайся. dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His Погодите. coworkers weren't actually Здесь я уже wrong. был, уже во He второй wasn't раз. going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to Наверное, go скоро back проснусь. to Я my должен boring проснуться. real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. Пока я So, тут. he Наслаждаться imagined сном. himself Я здесь уже был. and began to gently Третий float раз. above the ground. Then he imagined Воу-воу-воу-воу. himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. It was so Офигеть, much что такое? and Stanley marveled Звездочки. that he had still Они not вот, woken они up. у меня на усах. How was he remaining so lucid? And Почему then сон был настолько perhaps the четким? strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why Что ж is за there a вопрос? voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Вот именно. Вот я сейчас Now до сих the пор voice was describing офигеваю. itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice А я пойду в обратную сторону. describing Нет? me, А, дверь thinking закрывается. about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, Может, это не сон, может, я просто could it сошел be? с ума. was Stanley simply Кто deceiving знает. himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley Сколько я is еще as пройду awake туда-сюда? right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in Я fact a dream. пытаюсь до конца Did верить, the что это voice not действительно see him сон. float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... Ему He нужно would только... prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. Что это будет только сон. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. Матрица, He felt матраца на the cool спине. weight of the blanket Окей. on his skin, Окей, the сейчас будет press of the перезагрузка. mattress on his back, the fresh air of a world outside this Или world. что сейчас будет? Let me wake up, he thought to himself. Но ничего не изменится. Вот мы сейчас откроем глаза, ничего не изменится. Будет тоже сумасшествие. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please. It's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life Да. exactly the way it's Стэнли always been. совсем обречен. My life is normal. I am normal. Я в порядке. Everything Я will be нормален. fine. Закроем глаза. I am okay. Я в полном порядке. Пока что. Так, открываем глаза. И ни хрена не изменилось. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. Я I have an настоящий. office. Алло, алло, I am я не real. хочу. Please, Нет. just someone tell me Паника, I'm всё real. красное. I must be real. I must be. Can Кто я, anybody где hear я, my блин? voice? Что за чертовщина происходит? А-а-а! And everything went black. И тогда стало темно. Прямо как сейчас. Прямо как у негра в очке. This is the story of a woman named Mariella. История женщины по имени Mariella woke Мариэлла. up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered Okay. her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the Только не sidewalk. говорите, что это And вот although так she would закончится наша soon история. turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane.
Да-да, все вы так думаете. Пока не столкнусь с этой игрой. And in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. Что сейчас будет? Important people whose impressions of her would affect her career and by extension the rest of her life. Наша жизнь может повлиять. Бабочка. Эффект бабочки. That she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Вот так. Окей. Опять в нашем чертовом офисе. Комп не хочет работать. Кофе не хочет вариться. Карандаш не хочет точиться. Зато я хоть поел конфету. Ну-ка, если мы сможем выдолбить эту дверь. Не нравится она мне вообще никак. Погодите, мне кажется... He couldn't find a trace of his co-workers. Мне кажется, или дежавю, оно здесь повсюду в игре. Так, выключаем компьютеры. Input received. Так, хорошо, допустим. Так, правильно ли мы идем только? Ладно, у нас другого пути нету. Дверь не закрылась, нет. И опять перед нами выбор. Давайте теперь пойдем, пойдем по пути наименьшего сопротивления, по пути, который диктует нам дядечка. Все двери будем чекать. Так, а здесь мы уже были. Я это уже проходил, друзья. Хорошо, пойдем в кабинет начальника. Видимо, мы подохли. Я туда не буду заходить. Это может изменить всю мою историю. Хорошо. Хорошо, пойдем, значит, по пути наименьшего сопротивления, друзья, в кабинет к начальнику. Начальники? 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 Тебя здесь нету. И так и знал. Блин, здесь вообще никого нету, я здесь один. Зато, блин, дизайн прикольный, очень прикольный. Местного здания. Здесь никого нету, вы понимаете, я схожу с ума. Просто никого нету. Винса. That his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret 284. 2845. 284. Of course, Stanley couldn't possibly have known this. Так, подождите, давайте дослушаем. 284-5. Incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct Невероятно. by sheer luck. Нет, я все правильно угадал. He stepped into the newly opened passageway. Офигеть, что здесь? Черт возьми, друзья, объясните мне, что здесь происходит. Так, куда? Туда идти можно? Погодите, туда, кстати, пройти можно, по-моему, нет? Нет, очень темно. А если провалиться? Не, провалиться мы тоже не сможем. Придется, значит, идти в этот чертов лифт, который... Куда он нас увезет? Я вообще не знаю. Я не знаю, друзья, что в этой игре вообще есть святого. Так, хорошо. Мы в лифте, вновь и вновь. Это особенно, да. Куда? Куда еще ниже-то? Блин, это уже словно начинает превращаться в какой-то хоррор. Вы понимаете? Бродить в потемках это ни к чему хорошему никогда не приводило. Окей. Станция управления сознанием? What? Escape? Здесь есть выход? Ну как же мы не можем заглянуть в станцию управления сознанием? Чуваки, я хочу туда, но здесь, блин, здесь так манящий выход. Мы можем выйти и все.
Но я хочу туда. Что-то аж тихо стало слишком. Нет. Ладно, хорошо. Раз мы уже тут, что делать? Что? What the hell? Мне кажется, мы уже здесь были. Мы были вон там, на верхотуре. Какой ужасный секрет, конечно. Хватит ли у меня мужества узнать? А, в принципе, у меня есть другие вариации. Нет, конечно. Ладно. Идем сюда. Так, что здесь? Компьютеры? Что это? Ладно, хорошо. У нас есть одна кнопка, мимо которой вряд ли мы сможем промахнуться. Жмем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очуметь. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, за постоянным присмотром. Да вы смеетесь. Офигеть, друзья, это просто жесть какая-то. Серьезно вам говорю. Такой жести я точно не ожидал. Жмем. Что теперь? Слишком жаль, чтобы поверить. Не могло это быть правдой, конечно. Чьим-то контролем? Нет, не говорите мне об этом. Не говорите мне об этом. Едем. Куда мы едем, друзья? Я думаю, в общем, мы на этом можем закончить с вами эту часть. А куда мы, черт возьми, поедем после всего этого, вы увидите совсем скоро. Так что, если хотите больше Стэнли, палец вверх, подписан. Рекомендуйте канал друзьям, пишите приятные комментарии. Скоро-скоро с вами увидимся. Так что давайте, пока, друзья.